Всем привет и добро пожаловать на наидобрейший обзор. Сегодня вернемся к истокам и поговорим о сеансе «Легенда о мастере меча». Оно периодически мозолило мне глаза, попадаясь в рекомендациях. Как же так? Известная культяпка на 6000 глав, и не то что без обзора, а даже не пощупана. Так что я создал сбор на бусти. И в конце концов, Евген Орлеанс, один из суперзлодеев, вечно замышляющих коварный план, как бы подсунуть мне особо мерзкую дичь, закинул на него денег. Еще и мерзко потерял ручки, приговаривая, что неплохо бы потом сделать сбор на 2000 глав пересказа, как свойственный бог Асура. Я совсем приуныл от таких перспектив, но делать нечего, чай не мое первое родео. Однако все пошло не по злодейскому плану Евген Орлеанса. Не спешите раскупоривать шампанское, легенда о мастере меча, клишированная и предельно лениво написанная сеансе. Очередной протагонист с волшебной цацкой, которая не позволяла ему культивировать, войдя в пубертат, отчего он прослыл мусором. Есть тут и суперталантливая красавица, которая обошлась с ним по-свински, а потом будет по этому поводу сожалеть. Ну, хотя бы не очередной разрыв в помолвке. Когда же фиговина перестает мешать культивировать, он тут же качается и побеждает ее на оговоренной за 2 месяца до этого дуэли. Никогда ж такого не было, и вот опять первая арка сеанса – это назначенная дуэль на турнире. Пока у всех по 7 ступеней в уровне, у него 10 из-за особенной техники, потому он сильнее сверстников. А посреди боя всегда можно использовать еще одну читерную способность, временно стать сильнее, на лету выучить более продвинутое движение меча, объединить больше стихий и так далее. Тайтл 2016 года, и в нем нет ничего, кроме давно затертых до дыр клише, которые от арки-карки получают рескин. Отсутствуют даже самые робкие попытки в творчество. Это тупо конвейер с первой строчки. А разнообразию сюжетных квестов могут позавидовать разработчики корейских MMORPG. Сначала добудь одно из пространственных колец противников нашей секты. Потом собери 5 мечей с других редисок. Молодец. А теперь время дропать браслеты с бандитов. За долгие годы чтения и создания смешных обзоров на подобные днищенские культяпки, а-ля Асура, непобедимый завоеватель или древняя техника усиления, мне стало казаться, что в нашей вселенной есть какой-то особый закон, по которому любое на 100% репетативное клишированное сеансе обязано содержать стада насильников-кунов, отрезание писек направо-налево, а все персонажи обречены быть злобными дегродами. Я представлял, что когда-нибудь ученые разгонят 2 китайских писателей в большом адронном коллайдере и, столкнув их, обнаружат первозданную частицу кринжа и коричневую материю, при помощи которых объединять 4 основных взаимодействия в единую теорию поля. Но оказывается, бывает как в легенде о мастере меча. Клише гоняются по кругу, и туповатые плоские персонажи, постоянно выдающие шаблонные фразочки про «умереть от моей руки будет честью для тебя» на месте. А вот особой дичи не наблюдается. Девица и ее отец считают героя мусором и обманом вытягивают секреты их павильона. Но старейшины не будут его винить, а поведут себя, как и должно близким людям, у которых он вырос на глазах, подсобив, а потом и вовсе пожертвовав собой, чтобы дать сбежать. Протагонист хочет истребить тех, кто вырезал клан его матери и взял отца в плен. Вот только это организация убийц, и хороших людей там априори нет. Потому не лицезреть нам всего в белом героя, радостно плескающегося в крови невинных кухарок и малолетних детей дворника клана, наследник которого пускал слюни на его пассию. Даже ни одного насильника Куна за прочитанные мной 220 глав замечено не было. Следовательно, замахиваться на многочасовой опус магнум я не вижу смысла. Все происходящее максимально скучно и не вызывает ничего, кроме недоумения. Кто все те люди, что уже 10 лет сосут эту соску-пустышку и, поглотив 6000 глав ранобэ идентичного натуральному, не намерены на этом останавливаться? Но не волнуйтесь, я все же обстоятельно перескажу прочитанную мною часть. Вдруг у вас есть сомнения. Хоть кого я обманываю? Просто ролик на 5 минут в 2026 году, и это несерьезно, и никто его смотреть не станет. Главное, не ждите никаких лолзов и не думайте, что это я намеренно скомкал повествование. Оно именно такое и есть. Никаких эмоциональных горок и саспенса. Но лайк все же поставьте. А Евген Орлеанс пусть не расстраивается. В мире боевых искусств, на которое он в последний раз закинул денег, насильников хватит на 3 всратых сеанса разом.
И мы начинаем. Главный герой – сын мастера павильона в мелкой протосекте, кои тут называют дворцами. Его отец пропал 4 года назад, а сам он не смог вступить на путь культивации из-за камня в почках, который поглощал энергию при медитации. Все его считали мусором, но одна девушка дружила с ним и училась техникам меча, которому протагониста талант. Каменюка таки растворяется и закачивает ему в мозг несколько имбовых техник неких непокорных культиваторов. Отчего у него больше сил, манны регена и всего в таком духе, чем у оппонентов того же уровня. Оказывается, девица крайне талантливая и вызнала у лопуха о техниках, которыми надо владеть, чтобы претендовать на пост мастера павильона мечей. Сама же она дочь главы конкурирующего с ними павильона Пуффендуй, куда отправляют всех немечников. Мечта героя занять место пропавшего отца, а по традиции мастером становятся только те, кого взрастил павильон. Он бомбит и заявляет, что вызовет ее на дуэль во время показательного турнира через 2 месяца, где она должна окончательно доказать способность занять пост. Естественно, та называет его мусором. You're trash, Brock. Протагонист входит в культивационную комнату павильона, где вот этот полет фантазии, высокая гравитация, истощающая энергию, а тратя и восполняя ее, можно прокачаться. Через 10 дней парнишка 6-го уровня, влюбленный в крысу Тян, приходит устраивать неприятности. Но герой уже лапнулся до 3-го и дает тому отпор. Поспевает старейшина и прогоняет Инцела Куна, отсыпав протагонисту пару ценных таблеток. Тот хомячит одну, достигает 4-го уровня и чапает на арену, нацепив маску, где планирует выиграть еще. Ведь читы, пока всем нужен месяц на поглощение пилюли, ему достаточно 1 ночи. Там он подряжается на бой против 5-го уровня, чтобы получить награду побольше, и побеждает, используя технику меча, круче выманенной девицей. По ней его узнает управляющий арены, но вместо факапа и проблем, тот оборачивается другом его отца и потому дает ему наводку на источник с волшебной водичкой, работающий лучше таблеток. Герой поднимает 6-й уровень и, чтобы получить допуск на турнир, проходит типичную башню из культяпок с марионетками внутри. А зеваки наблюдают снаружи, не веря, что он сдюжит. Неудачный любовничек вызывает его на поединок и проигрывает. Не напрягаясь, герой убивает льва-охранника и качает в пруду 8-й уровень, а также осваивает магию, оставленную камнем, которую я буду называть пожиралкой. Ведь та поглощает жизнь вокруг и временно бафает, но повреждает душу. На турнир прибывает наставница подлой красотки из крутой по местным меркам секты. Все показывают лучшие приемы, девушка делает 9 движений в какой-то там технике меча, что считается максимумом, а протагонист совершает целых 11, побив рекорд своего отца, который достиг 10. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Затем их силу измеряют тестером, и герой показывает 9 слоев силы, как и у его противницы, хоть в реальности еще не достиг 2-го большого уровня культивации. На дуэли он доминирует в технике меча, та использует более продвинутую из секты наставницы, а он ту, что оставил отец. После победы мигом подскакивает еще один ученик из секты на 1 уровень выше и тоже набивается на поединок. Но читерная пожиралка и герой уравнивает силы. Его все равно теснят, но он, само собой, вмиг осваивает 2-е движение из своей техники, снова использует пожиралку и побеждает. Думаю, вы уже догадались, что так будут выглядеть практически все местные сражения. Наставница заявляет, что крыса Тян будет тренироваться еще 3 года, и тогда они снова сразятся. Впрочем, происходит поворот сюжета, ведь под конец боя у героя пробудился дух меча, как и у его отца в прошлом. По этой причине один из 3 гегемонов их страны, организация ассасинов Кровавая Башня, посылает людей, чтобы его устранить. Прибывает тетка героя из другой топовой организации Дворец Дракона, старейшины павильона и внезапно трактирщица, влюбленная в одного из них, жрут пилюли, усиливающие прежде, чем убить. К тому же на помощь приходит управляющий арены. Тетка рассказывает, что мать протагониста и ее клан истребила башня, а отец в плену. Тут тоже тогда отравили ядом, периодически насылающим безумие. Из-за него она теряет контроль и тоже попадает в руки убийц, но перед этим рассказывает про какую-то землю предка. Герой злится, достигает 9-го уровня и вместе с выжившим членом Дворца Дракона решает линять в другую провинцию через лес. Спутник дает ему книжицу об эссенциях,
по сути, стихиях, которые можно использовать с подходящими техниками, так что он вмиг осваивает ветер и землю. Проходит месяц, протагонист валит кучу разных мобов и в конце прогоняет волка на уровне золотого ядра. Это третья большая ступень в местной культивации. По прибытию в город очередное клише, и он вынужден принять участие в поединке с учеником недруга его спутника. Но так как персонажи тут не настолько конченые, как можно ждать от подобной истории, то протагонисту хватает мозгов поддаться и не привлекать внимания, а противник не пытается его убить. На время миссии от Дворца Дракона для внешних членов герой объединяется с парнем и девушкой, враждующими с этим учеником. Их посылают добывать пространственные кольца с остатков секты, злоумышлявших против посла Дворца, который на уровне пустоты — это 4-й большой, и в рамках их страны — это пик силы. После мелких споров с участниками из-за добычи и подставы, когда их бросают сражаться с превосходящими силами, герой просит покараулить, пока он прорывается на следующий уровень. Выясняется, что внутри были эксперты Золотого Ядра от башни, которые стояли за этой сектой. Те, дождавшись, когда посол уйдет, пытаются отступить, но протагонист их убивает. Ведь узнал, что все происходящее на экзамене — это тайна, и дворец устранит любого, кто проболтается, потому силы скрывать не нужно. После чего отбирает колечко у парня, которому сдал дуэль. Наблюдатель от дворца приглашает героя присоединиться, ведь он гений. И посол доставляет его до очередной башни с 13 этажами, где тестируют эссенции. Парень перед ним проходит 8, а это уровень гениев дворца. Герой же осиливает лишь 4, но ему 17, тогда как тому уже 21. Появляется номинально самый талантливый ученик дворца и проходит 9 уровень, хоть потом окажется, что многие скрывали силы. Их с другим новичком селят в местной общаге /усадьбе, с толстяком, увлекающимся алхимией, и робкой девушкой 15 лет Суро, которая изначально была продана во дворец как служанка. Вводится типичная система очков, за которую можно посещать место с быстрой прокачкой эссенций, покупать техники и пилюли. Ученики, чуть искуснее героя в эссенциях, бросают вызов на дуэли, желая загробастать подъемные очки, но он выигрывает 11 боев подряд, проиграв в конце злыдню, который намеренно его ранит. Так что они договариваются о дуэли через 3 месяца. А вы как думали, новая секта, новая оговоренная дуэль. В итоге протагонист в приличном наваре. Покупает новые уровни для отцовской техники меча, еще пару навыков под эссенции и кучу таблеток. Попутно подкачавшись прослушиванием лекций, он одерживает верх в дуэли, во время которой противник как бы бесчестно пытается затягивать бой, рассчитывая на большие запасы манны, но читы героя сильнее. Выскакивает очередной гений с синдромом вахтера и нытьем, что новички в край оборзели. Так что вводится список 100 самых сильных молодых дарований в стране, и тот на 90-м месте. Герой отправляется на миссию и опять встречает посла. Тот просит помочь его заносчивой дочери, с которой у него пересекается первый этап задания. Опять мелкие терки, но герой легко побеждает и монстров, и жаден. А дочурка осознает, как ошибалась, и что он крут, несмотря на уровень культивации. На них нападает спидстер в серебряной маске, но протагонист того легко устраняет и выясняет, что второй этап — это убить 5 таких, собрав их мечи. Герой побеждает обладателей масок, включая женщину-командира, которой удается его слегка ранить. У него прокачивается дух меча и открывается новая огненная эссенция. Также он ощущает, что местная бездна, откуда никто не возвращался, связана с землей предка, о которой говорила тетка. И еще полгода фарма зверей по квесту, после чего его по листовке распознает глава города. Ведь ну его нафиг скрывать внешность, или банально попросить в своем дворце протекции, когда уже станет очевидно, что он гений номер 1. Потому башня начинает злоумышлять, как бы его кокнуть, когда тот снова выберется наружу. Герой закупается техникой и ништяками, а старейшина его отчитывает. Дескать, негоже быть таким жадным и надеяться изучить 3 эссенции разом. Но читы never change. Так что он проходит целых 11 уровней той же башни с непременным наблюдением и злыднем, который заявил, что сменит имя, если тот преуспеет. Герой прорывается до Золотого Ядра, да не простого, а мега крутого, в 100 раз мощнее обычного. Суро из его общаги просит помочь добыть особый лотус для водной эссенции. На месте куча народу, герой побеждает самого сильного обладателя 22 места в списке. Как оказалось, тот хотел скрафтить пилюли прорыва до уровня пустоты, а у протагониста как раз были такие с собой, и он делится. Полузгав семечек лотуса,
Герой качает водную эссенцию. Десяток ассасинов Золотого Ядра нападают на него, ведь после прокачки наступает момент слабости, но того защищает Суро. Противники традиционно атакуют по очереди, потому сначала он прорежает десятку на уровне ядра и только потом подтягивается слоупок уровня пустоты. Его опять защищает девица, и враг понимает, что у той какой-то особый фон, и ее трогать нельзя. В это время протагонист ныряет в озеро, использует хорошо нам известную читерную пожиралку. В результате, вынырнув, он голыми руками дубасит мастера пустоты. Но, естественно, подтягивается более сильный глава города, который тоже чесал яйца. Герой убивает всех обычных ассасинов и начинает убегать, раскрыв личность нападавшего. Мне особенно понравилось, как наблюдатели радостно побежали следом, чтобы посмотреть, удастся ли тому слинять. Видать, тоже посмотрели в сценарий и знали, что законспирированный мастер организации убийц не устранит свидетелей, среди которых особенная снежинка Суро. Прыгнув в бездну, он грозится вернуться и устроить башне Экстерминатус. Все думают, что герой умер, Суро встречает свою крутую наставницу, и та представляет к ней охранников. А до этого они ей, видимо, были не нужны. И плевать, что той чисто повезло, когда противник догадался о ее статусе по характерной технике. Внутри бездны обнаруживается тренировочная зона, которой заправляет нереальная красотка и крепкий мужичок. Пока герой без сознания, они подкармливают его пилюлькой, чтобы подлечить. Далее он месяц рассматривает следы от меча какого-то крутого мастера, а потом красотка начинает натравливать на него големов. Тем временем под сурдинку гнева Дворца Дракона множество сил сплочаются против башни. Но неожиданно перестают атаковать, ведь кто-то сверху на них надавил. Так герой тренируется 2 года и учится совмещать эссенции, после чего мужик дает ему технику, позволяющую использовать 4 стихии разом, и выпускает обратно как раз у стартового дворца, где тот вырос. Разумеется, по чистому совпадению, именно в это время пришла троица во главе с Лохом из низа сотни ракетировать их, а крыса Тян заступается. Появляется протагонист и легко всех убивает. Он нападает на оплот башни и пленит Хрена, который ранее возглавлял атаку на их дворец и отравил тетку героя. Используя каких-то пиявок, которые пожирают изнутри, он выпытывает ее местоположение. Но оказывается, что тетку уже не спасти, так что та убивает своего отравителя, а потом и саму себя. Опять стычка со Словаком с 21-й позиции, грозящимся пожаловаться брательнику с 3-й. А башня замышляет устранить героя на турнире руками номера 1, который прорвался до уровня пустоты. Вводят 3 уровня стран, и их империя, разумеется, самая крошечная. Ведь грядет соревнование, проводимое раз в 20 лет, между 12 странами. Там будут отбирать учеников древней секты, которые еще могущественнее государств. Но перед этим надо побороться в турнире за местную квоту. А еще раньше победить несогласных за квоту перед квотой. Потом Бек, уворачиваясь от марионеток в очередной комнате испытаний, протагонист чутка уступает 2-му номеру из списка из Дворца Дракона, хоть тот утверждает, что потренировавшись, он бы его превзошел. На месте терки с номером 1 и номером 3, братом ранее обиженного, начинается само соревнование, где требуется сдать сердце одного из 15 леопардов через 5 дней. Герой сражается с девицей с 8-й позиции, но так как монстр особо мощный, девушка решает отступить. Он сходится с братишкой с 3-го места, комбинирует 3 эссенции и убивает его. Потом бой с главным гением страны, тот использует супертехнику кинжала и темную эссенцию из более редких стихий. Следы той герой видел в бездне. Впрочем, наш щегол опять постиг в нужный момент новый уровень своей техники меча. Противник намерен бежать, ведь против читов на манну не попрешь. Но Суро тому мешает. Вероломный злодей пытается утащить героя за собой, используя самоубийственный эликсир, как старейшины в прошлом. Но тот выдерживает первый удар, а потом поспевает судья и убивает нарушителя правил. Попутно за всем наблюдала крыса Тян из начала и корила себя, что не захомутала такого талантливого парня. Дворец Дракона сообщает, в какой секте держат отца протагониста, но сами они из-за перемирия помогать не могут. Вместо того, чтобы чутка подкачаться, вступить в крутую древнюю секту и спасти батю на Верочку, он берет друзей и несколько помощников из послов дворца, включая того, с чьей дочуркой тусовался, и идет на штурм. Герой знал, что башня наверняка отправит подкрепление этой секте, и начинается идиотизм, как он не думал, что они выделят столь существенные силы. Лолошка уже собирается использовать пожиралку,
Но прибывает подмога из клана Толстяка, из их общаги. Раскрывается страшное, что на отца с разрушенным Дантьяном наложили мощное колдунство, которое можно разрушить, лишь прокачавшись до божественного превосходства, 5-й уровень. Но отец напоследок убивает парочку мастеров уровня пустоты, которые заставляли его обучать молодняк владению мечом. Ведь даже без духовной силы дофига крут. Они прибывают на равнину между странами. Первым делом требуется насобирать браслетов с преступников. Я даже 200 глав не прочитал, а это уже минимум 3-й такой ивент. Сначала были кольца, потом мечи, а теперь вот браслеты. Это не считая таких же с добычей ядер и сердец монстров. Разница только в том, что объединяться нельзя, а сколько надо собрать, точно не говорят. Но кто бы сомневался, протагонист без напрягу входит в топ-10 среди всех стран. На втором этапе необходимо отбирать браслеты друг у друга, действуя командами. Притом 2 больших страны имеют много участников, потому у них по 2 команды. С учетом, что объединяться командами никто не запрещает, такое себе послабление для остальных. И как вы видите, это в сущности то же самое, что и в битве за квоты. Только теперь командами и не сердца, а браслеты. Один из спутников героя, тот, с которым они одновременно вступили во дворец, оказывается беглым сыном проигравшего борьбу за власть претендента на престол. Потому в большой стране за его голову огромная награда. Узнав того, 2 команды объединяются против героев. Протагонист сдерживает самого сильного заводилу, а когда десяток бойцов нападают на принца, тот светится золотом, используя какую-то небесную технику. После чего Суро тоже применяет мощный навык шипов. Пока враги восстанавливают силы, герой решает прорваться. Параллельно представитель древней секты мечников, одной из 8 самых крутых, мандит, что протагонист не тянет на гения, ведь у того нет особых эссенций. Остальные сдерживают прибывших оппонентов, беглый принц теряет руку, герой прорывается, объединяет 4 эссенции и легко побеждает экспертов больших стран. Но подскакивает хрен из башни, который в прошлом схватил батю с 11 подельниками. Они показывают ксиву дворца Святого Императора из 2, ну прям самых крутых сил на континенте, и никто не решается защищать протагониста. Впрочем, он проявляет новый талант происхождения, следующая ступенька после эссенции, который даже пиковые мастера пустоты редко постигают. После победы над этой группой появляется глава башни. Видимо, он отлучался по мелкой нужде. Но даже тот быстренько сдает позиции и начинает просить о помощи, взамен пообещав услугу от своих покровителей. Ему берется подсобить сварливый хрен из секты мечников, ведь та в упадке и неплохо бы поднять ее акции. Протагонист ясен-красен опять использует пожиралку, временно прорывается до уровня пустоты, убивает главу башни и собирается драпать. Но в этом нет нужды, ведь на помощь приходят подчиненные толстяка на пике пустоты, с прокачанным происхождением. Герой просит не убивать оппонента, намереваясь потом собственноручно отомстить. Выясняется, что толстяк не хрен с горы, а выходец из школы алхимии, второй суперсилы, равной дворцу Святого Императора. Не кисло у них там в самой замшелой стране собралось важных персон в отдельно взятом дворце. И выходит, все последние приключения героя не имели рисков, ведь его так и так всегда могли спасти. Подскакивает мастер на уровне превосходства, знакомый отца толстяка-алхимика, и берет беглого принца в личные ученики, пообещав добыть эликсир и отрастить новую руку. Я так и не понял, почему нельзя было попросить его к кабанчикам метнуться и спасти отца из заключения. Неужели он бы отказал? В школу алхимии герой тоже не идет. Мол, неудобно другана напрягать, и там просто буду бить баклуши. Лучше вместо этого снова сгонять в бездну и пройти испытание предка. Но перед этим сразиться с марионеткой, призванной красоткой, ведь та сомневается, видя низкий уровень. Герой отправляется в иллюзию, где у него нет духовной силы, а все местные на него нападают. Так он убивает до черта народу и получает второй тип происхождения резни. И это была всего лишь 30-я часть от общего объема. Если вы досмотрели аж до сюда, то кажется, вам просто нравится слушать мой голос на заднем плане. Ведь какая же это скукота! В любом случае, традиционная благодарность всем спонсорам с Бусти.